Опа! Сейчас переведу. Окей, ребята, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду слушать Димаша с песней, которая называется SOS. Я узнал о Димаше всего лишь неделю назад, когда я послушал и сделал анализ его выступления с песней «Любовь, похожая на сон». И знаете, выражение «супер впечатлен» не подошло бы к тому, что я тогда чувствовал. И к тому, что я думал о его голосе, о его выступлении, а также о тексте песни. И с тех пор некоторые дирсы — это фанаты Димаша, и об этом я узнал только недавно. Они поддержали меня и были позитивны, и направили меня по направлению этой песни SOS. И да, я не знаю, о чем эта песня, но я жду не дождусь послушать, как же Димаш будет делать вещи, которые он делает. Надеюсь, вы насладитесь. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un derrière en détresse. Je toujours confondais la vie avec nos bandes dessinées. Chacun de son fil, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire. О, это именно то. Это именно то. Давайте я вернусь. Вот здесь. А почему я так рад увидеть это? Окей. Это потому, что я пытаюсь понять, о чем эта песня. Значит так, смотрите, в тексте песни, где он пел «Любовь, похожую на сон», в тексте было что-то поэтичное, понимаете? Но это не он написал эту песню. Я думаю, что эту песню уже написал он, но я не помню, я пытаюсь вспомнить комментарии из прошлого видео. И похоже, что Димаш склонен к песням, которые поэтичны в своем языке. И когда есть такой поэтичный язык, иногда вы пытаетесь понять, что имелось в виду под этим поэтичным языком. И в этой песне я пытаюсь понять, что же происходит. И поэтому я думаю, что здесь идет поиск смысла. В этой песне идет поиск на этот вопрос. Зачем это все? Что такое жизнь?
Как мы здесь оказались? Как это все произошло? Куда мы все пойдем, когда умрем? Что-то вроде этого, я так думаю. И Димаш кажется таким человеком, в котором есть такая глубина, что я думаю, что вот такие именно вопросы довольно-таки часто его мучают. Вот такие мысли съедают его изнутри, и он думает об этом очень много. И я думаю, что когда Димаш поет о том, что ему некомфортно в этом теле, на самом деле он говорит, зачем все это? Особенно здесь, внизу, на земле. И когда люди ведут себя так, обращаются друг с другом таким образом, или то, как мы гонимся за деньгами, или за властью, или пытаемся уничтожить планету, из-за всего этого он не видит смысла. И поэтому он думает, что же вообще тут происходит? Я не чувствую себя комфортно на этой земле. Я не понимаю, зачем все это. И то, каким образом мы существуем на этой планете, не имеет никакого смысла. Я чувствую себя комфортнее на небе, глядя вниз, сверху. И вот что интересно насчет неба. Когда мы думаем о духовности, например, или религии, или о Боге, мы всегда смотрим вверх. Мы смотрим на небо. И причина тому, по которой я так обрадовался, когда я увидел это, так это потому, что вот он, с крыльями ангела. И я не думаю, что Димаш тут говорит, что он ангел. Я думаю, что он говорит, что планета Земля иногда не имеет никакого смысла. Мой свет только что вырубился, и я не знаю почему. И да, снова же, я думаю, что он говорит, что планета Земля для него не имеет никакого смысла. Он не может найти в этом смысл. Поехали дальше. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Je crois encore à des étoiles perdues de notre monde. C'est mieux vivre et sur terre. C'est jamais ça, c'est bien moi. Le monde est gâté. Я думаю, что есть вещи, о которых мы, люди, не способны думать. Я думаю, что в конце, когда он спел «Спи, дитя, спи», похоже на то, что если бы пришел к нам человек, которому мы доверяем, и сказал нам: «Слушай, ты не сможешь все это понять. Это невозможно понять. Все, что ты можешь, так это жить на земле, продолжать двигаться и делать вещи, в которых ты находишь смысл, и надеяться на лучшее. И это не проблема, которую тебе нужно решить. И есть облегчение в том, что когда кто-то тебе говорит что-то подобное: «Слушай, мне бы хотелось дать тебе ответы». В этой песне он ищет смысл, поэтому мне бы очень хотелось сказать тебе, зачем это все. И я вижу, что ты мучаешься. Просто есть вещи, которые мы не сможем решить, и мы не сможем найти в них умиротворение. И поэтому спи, дитя. И то, как он пел в конце, там была боль, не так ли? Было разочарование, потому что у него нет ответа на большие вопросы этого мира. И он исполнил все это так хорошо и так правдоподобно. И, конечно же, он сделал то же самое, что и в последнем выступлении. Он пел 6 разными голосами. Он пел как 6 разных людей, и то, что это делает один человек, это просто невероятно. Но это не то, что завораживает меня в Димаше. Дело не в том, как он поет, а все дело
в его страсти, в его выступлениях относительно тому, что он поет. Они заставляют меня думать о всяком. Они заставляют меня думать о том, какая жизнь, и еще другие большие вопросы. Эти песни касаются тем, которые мы постоянно избегаем, как люди. И он, очевидно, в нем есть такая глубина характера, что он хочет прям изучать все эти вещи, которые мы находим сложными. В последней песне тема была про любовь. И это один из тех самых вещей, которые мы находим сложными, как люди. Потому что, когда мы любим, мы также открываем себя к потерям, и мы не знаем, как справляться с потерей. А в этой песне он вообще говорит о смысле жизни. Почему мы существуем? Меня тянет к тому, что выше нас, к какой-то духовности. То, о чем он поет, это очень большие вещи. Знаете что? Если бы вы взяли Димаша и отправили его на несколько тысяч лет назад, в Древнюю Грецию, он стал бы одним из тех философов, как Аристотель или Платон, и он старался бы думать о жизни и найти в этом смысл. И он сделал бы это очень хорошо. И я говорил бы о нем на своих лекциях. Я бы не говорил, что «Эй, у тебя прекрасный голос». Нет, дело не в голосе. Дело в сентиментальности в этих песнях. Крутые вещи мы смотрим. Жду не дождусь его следующего выступления. Думаю, в следующий раз я буду смотреть историю меня, что ли. Примерно так, по-моему, называется песня, 9-минутная. Вау, наверное, это будет часовое видео. Если он делал что-то 9 минут, я думаю, там очень много всего. Итак, спасибо, ребята, за прослушивание и за просмотр. Спасибо за ваши рекомендации. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Ребята, смотрите, это лично мое мнение, и каждый человек имеет право на свое собственное мнение. Так вот, его мысли были бы очень хорошими мыслями, очень крутыми, если бы не было бы ответов на его вопросы, а ответы давным-давно есть. Так вот, смысл нашей жизни в том, что мы должны пройти испытания. Жизнь — это и есть испытание, так написано в Священном Коране, и мы должны прожить его так, чтобы Всевышний, свят Он и велик, был доволен нами, своими рабами. Да, таков мой ответ на его вопрос. Точнее, не на его вопрос, а то, что он думает об этой песне. Да, на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.